Здравствуйте, друзья! Славянский громовержец. Полотно небесное, темное, черное, да с кружевом молний серебристых. Гром ветра на суд созывает в кольцо гор заговоренных, и скрежет страха правь сотрясает. Да только спрятались все, что волхвы бессмертные, что боги величавые. В гневе своем безумен Перун, беснуется огонь первозданный в очах, да только сердце бессмертное его и вечное рвется на куски, что под лапой зверя неведомого. Нет больше у него ни брата, ни царицы, предали грехом тяжким, что ни кровь, ни воды ирийские не смоют, и в чреве додолы его опороченное семя брата его, словно плев, среди сада произрастает. И ярость огненной рекой в пропасти груди его льется, не сносить головы Велесу окаянному, падет он от рук брата своего, ибо Перун вместе своей безумен правотой опьяненный. А царицы его, Додолы, прекрасный лик не увидит больше никто, ибо не жить ей среди богов теперь, тварью мелкой долетающей станет, чтобы народ смертный забавлять, да детей их потешать. Не сидеть ей отныне на троне его небесном. Да столько стерпит Перун, гнев свой обуздает, покуда сыну врагов его не родится, ибо солнцем предначертано ему стать. Так Макаш сказала ему этой ночью судную, да приказала боль свою забыть, ибо путь его к чертогам ее ведет. И верит ей лишь одной громовержец слепо, ибо не может предать и обмануть та, что породила мир этот. Перун. Откуда имя сие родилось? Имя Перун, вопреки сходству с европейскими именами других богов-громовержцев, имеет сугубо славянские корни. Оно происходит от славянского слова «перти», что означает «наносить удар». Прослеживается родство этого слова с русским «переть» и болгарским «пера», что означает «бить». Основа имени – это действие, проявление силы и мощи, что, впрочем, и свойственно богу Перуну. Второй составляющей частью имени является частичка «унь» – «ун», что характеризует действующее лицо. Итак, мы имеем в дословном переводе «перун» – тот, кто наносит удар, разит своей силой. Словообразование «перун» в древнерусском имеет значение «молния», что только лишний раз подчеркивает то, каковой являлась сущность бога Перуна. Держащий молнии и гром в руках своих, бьющий молнии, разящий молнии – все это о Перуне, славянском прототипе греческого Зевса и римского Юпитера. Многие исследователи находят связь между славянским Перуном и именами богов-громовержцев индоевропейских народов. Возьмем, к примеру, Перкунас, которого почитали литовцы, и Перконс – тот же бог, но у латышей. Да, сходство бесспорно есть, и оно заключается в корне «пер», но в славянском варианте имени бога нет частички «к». Таким образом, можно смело утверждать, что Перун – самобытное имя, принадлежащее только славянам. Перун – бог славян, сын Сварога и Лады, рожденный в самую буйную ночь под свет молний и раскаты грома, Перун и сам был самым неудержимым среди богов. Буйный, яростный, страстный, он первозданная мощь, не познавшая границ. И боги выбрали его своим предводителем, ибо воля его была несгибаемой, а рука не дрожащей пред ликом врага бесовского. Не ведающий преград, Перун неудержим и в любви своей, и в ярости. Громовержец и воин, что сокрушает полчища бесов, покровительствует князю и его рати. Сила и смелость в бою есть перст его. Сам князь Владимир провозгласил его главой всех богов прави и воздвиг его идол рядом с княжескими покоями в Киеве. Перун почитался больше, чем отец его Сварог, и даже больше, чем сам род. Этому есть весьма простое объяснение. Бог этот покровительствовал воинам, а вся история Руси – это череда нескончаемых и кровопролитных войн. Поэтому Перун был воплощением силы и свободы для славян, самым главным их защитником от врагов. Перун, омытый огнем, так его называли в простонародье, потому как с самого младенчества Сварог-Светоносец и Семаргл в кузнице небесной закаляли священным ирийским огнем волю громовержца. Оттуда и пошло умение Перуна ковать себе стрелы да копья из молний.
От отца своего громовержец также унаследовал умение понимать язык стали и любого орудия, что в руках его пело песню смерти для врагов. Образ воинствующего бога Перуна у каждого из славянских народов был своим, но однако всем он представлялся высоким, статным мужчиной в зрелом возрасте. Некоторые видели его русоволосым с голубыми глазами, другие веровали, что Перун седовласый и глаза его серые, что грозовое небо. Идол громовержца в Киеве имел золотую бороду и серебряную голову. Видимо, тут бытовало верование, что Перун седовласый, но имеет золотую бороду. Белорусы и вовсе почитали бога Перуна в облике молодого мужчины с волосами чернее, чем крыло ворона. Но и у него также была золотая борода. Какой бы цвет волос и глаз не был у Перуна, в каждом образе он был красив и грозен, широк в плечах, с неистовым взглядом. Перун воинственен и не сдержан, он склонен к любовным утехам и распитию хмельных напитков. Впрочем, каков бог, таковы и его почитатели, ведь вопреки своим подвигам и князь, и его дружина отнюдь не отличались примерным поведением. То были воины могучие и сильные, землю свою защищавшие от врагов, но безумные и яростные в миру. Потому воины и почитали Перуна, что был он яростен и силен. Перун по небу на колеснице своей огненной ездил и стрелами-молниями своими бесов истреблял и прочую нечисть. Но было у громовержца и иное оружие – каменный топор и палица тяжелая, которую только Перун и мог поднять. Есть поверье, что когда по приказу князя Владимира идол бога тащили в реку топить, Перун кинул на мост свою палицу и сказал людям потешаться с его оружием, да только имя его забыть навек и устами смертными не произносить вслух. Царица для громовержца. Исследователи расходятся во мнениях касательно того, на ком все же был женат Перун. Одни утверждают, что женой громовержца была прекрасная богиня Дива Додола, дочь Дыя и внучка светоносца Сварога. Если верить некоторым источникам, когда Перун разъезжал по небу на колеснице своей, увидал он прекрасного чернокрылого лебедя, которого он захотел убить. И после угроз его лебедь тот превратился в прекрасную деву, богиню Додолу, что дождь над полями проливала. Если следовать этой версии, то это вполне закономерно, так как во всем мире у каждого громовержца была жена, богиня лунная, та, кому вода подчинялась. Таким образом выстраивалась противоборствующая, но и созидающая пара – огонь и вода. В случае с Перуном и Додолой первый громовержец, вторая покровительствует земледельцам и посылает на поля ихние дожди, даря плодородие и урожайность. Эта версия выглядит вполне правдоподобной, если учесть, что отцом Дивы Додолы был лунный Дый. Сказание о любви Перуна и его перуницы также повествует о том, что в Додолу был влюблен и Велес. Он похитил жену названного брата своего, превратившись в полевой цветок, который и очаровал Додолу и завлек ее дальше от садов ирийских. От Велеса царица Перуна родила сына, Ярила, бога весеннего солнца и плодородия, столь же страстного и неудержимого, что и его отец. В гневе своем Перун превратил жену в божью коровку, а брата вызвал на бой. Велес и Перун бились 3 дня и 3 ночи, но силы их были равны, поэтому тогда Перун изгнал своего брата из ирийских садов в подземный мир Нави и проклял его на вечные скитания. Простил ли в итоге Перун свою жену Додолу, остается неясным, так как источники снова расходятся по этому поводу. Некоторые утверждают, что да, простил, а некоторые наоборот. Иные источники и вовсе называют женой Перуна богиню Макаш. Очень часто Додолу и Макаш путают. Так, например, в некоторых источниках Дива Додола описывается как богиня, которая повелевает человеческими душами и позволяет им перерождаться. Вспомним богиню Макаш. Она великая предельщица судеб и хранительница всех врат и переходов. К заботам Додолы приписывают вызывание дождя на поля, чтобы получить хороший и богатый урожай. Макаш – богиня сырой земли матушки, дающая все произрастающее из земли и все ходящее или парящее над ней. К сожалению, со временем реальные доказательства были утеряны. Существует много гипотез об этих двух богинях, но то, что это два совершенно разных персонажа, совершенно ясно. Легенда о сражении Перуна и Велеса присутствует в обоих случаях.
Более правдоподобным видится то, что Дива Додола была первой женой Перуна, но после измены была изгнана своим мужем и обращена в Божью коровку. В этом случае Макаш выступает в роли второй супруги Перуна, которая и стала его вечной царицей. Но это всего лишь доводы, которые могут идти вразрез с представлением многих. Дети Перуна. Культ Перуна – это не пережитки древнего прошлого, а наследие настоящего. С каждым днем мир все больше сходит с ума, суррогатами подменяются истинные ценности, слова перестают нести свой истинный смысл. Все больше людей пытается найти отдушину, цепляясь за наследие своих предков. А как же иначе? Корни – это истинный путь, чтобы обрести себя. В России все больше набирает обороты культ ушедших древнеславянских богов. Книга мудрости Перунова. Перун был не только силен и могущественен, но также очень мудр. Он оставил детям своим славянам наследие, которое известно под именем Сантьи-Веды Перуна. Это способ вернуться к истокам, к своим корням и познать истинную мудрость, очистившись от сорняка сомнений сегодняшнего дня. По своей сути, Веды Перуна – это даже не книга, а собрание пластин из благородных металлов, которые благодаря своей устойчивости против временной коррозии донесли до нас послание в виде рунических записей. Сантьи-Веды Перуна – это некое послание, которое Бог оставил смертным во время своего третьего пришествия на земной Мидгард на корабле небесном Вайтмане. 9 дней пробыл Перун на земле, и все эти 9 дней он вел беседы с предками о законах природы, о том, что было прожито и чему только суждено произойти. Так Веды Перуна состоят из 9 книг, которые соответствуют всем тем дням, что громовержец пробыл в Мидгарде. Каждая книга – это диалог Бога с человеком, в котором он раскрывает своим детям великую мудрость и тайны мироздания. Асандии – это сами пластины из золота или другого прочного металла, которые скреплялись 3 металлическими кольцами, что символизировало единство законов для всех 3 миров. Прави, Яви и Нави. Каждый знак на этой пластине появлялся путем его чеканки и последующим его заливанием краской. Создание Сандии произошло около 40 тысяч лет назад. Она содержит историю человечества, которая насчитывает 40 167 лет. То есть там описаны события, которые произойдут в течение будущих 167 лет. Эти предсказания несут в себе огромное значение для всех потомков древних славян. Для того, чтобы наследие великих предков не было утеряно людьми и знания древних рун передавались из поколения в поколение, древнерусская инглистическая церковь православных староверов-инглистов занимается обучением людей. Перунов цвет. Перунов цвет называют цветком жизни, и по поверьям распускается он в священную ночь солнцестояния. Он в силах открыть великий клад для того, кто не побоится пройти сложный путь и найти его. Но клад тот не золото и не камни драгоценные, а знания. Перунов цвет в простонародье назывался еще и папоротником, и верили, что человек, нашедший его, мог не бояться ни грозы, ни бури, ни огня жаркого, ибо с ним цветок Божий Перуний, который любую беду в сторону отведет и сохранит от всех напастей. По преданию, когда распускался Перунов цвет, то слышался треск, и сам цветок словно горел ярким пламенем, что на него невозможно было смотреть. Как символ, Перунов цвет изображался в виде восьмиконечной свастики, которая, как любой другой солярный знак, олицетворяла победу света над тьмой, жизни над смертью. По легенде, брат Перуна Семаргл, хранитель солнечного света, влюбился в купальницу, что была девой-покровительницей летних ночей. Семаргл не мог оставить свое место, ибо он защищал свет от посягательств зла, да только любовь взыграла в нем с неимоверной силой, и ради любимой он все же отлучился от солнечного престола. Именно тогда ночь стала равна дню, а после и вовсе стала длинней. У влюбленных родились дети Костромата, Купала, которым Перун и подарил свой цветок, чтобы уберечь их от всех невзгод. Поэтому Перунов цвет – это огромная небесная благодать, которая дарует ее обладателю силу, здоровье и просветление. Символы Перуна. Перун – это бог воинов, поражающий своих врагов молниями. У громовержца есть своя собственная руна, которая называется его именем – Перун. В гадании эта руна обозначает божественное покровительство от всех невзгод и защита.
Руна Перуна, подобно вспышке молнии, может открыть сознание человека, вырвать из самых его недр потайные силы. Различают два вида этой руны – прямая руна Перун и перевернутая руна Перун. Первая означает, что сознание человека готово для того, чтобы открыться и откинуть всякую иллюзию и обман. Это время, когда человек находит в себе силы собраться и изменить не только свою судьбу, но и судьбу своих будущих потомков. Перевернутая руна Перун означает закупоривание сознания. Человек полностью замыкается в себе и перестает стремиться исправить свои ошибки. Он не может понять, что вся проблема состоит именно в нем. Он не в силах принять чужую помощь и срывает свой гнев на окружающих. У громовержца Перуна есть и свои обереги. Когда хотели защитить себя и свою семью, обычно выбирали щит Перуна, потому как это было мощным оберегом, который мог оградить не только от физических, но и от душевных напастей. Его выбирали и воины, идущие в бой. Считалось, что щит Перуна в силах отвести от воина смертельную рану и сохранить его. Но самым важным его назначением было то, что он придавал отвагу и вел дух воина до самого конца, изгоняя даже самые слабые отголоски страха. Секира Перуна – это символ могущества, молниеносного удара, который способен сразить любого противника. Его выбирали не для защиты, а для нападений, для того, чтобы обрести силу. Секира Перуна – всецело воинский оберег. Также этот оберег символизирует заботу о роде, о своем наследии. Секира Перуна – ключ к объединению народов. Славянам издавна приходилось защищать свой дом от врагов. Для того, чтобы придать мужчине не только физических, но и духовных сил, многие носили оберег, выполненный в виде секиры Перуна. Этот оберег не только защищает мужчину на поле брани, но и стоит на страже нематериальных ценностей – семьи, любви, веры. Символизирует такой оберег бога разгневанных небес, молнии и грозы, который готов наказать захватчика или недруга, а при необходимости оказать поддержку в смертельном бою, дав верующему дополнительные силы. Мощным оберегом также является меч Перуна. По преданию, Перун с благословления великого рода выковал себе чудодейственный меч, который назывался кладенец. Название означало, что мечом этим даже в одиночку можно сложить головы огромного полчища врагов. Веровали, что именно этим мечом поборол Перун змея, что дневной свет проглотил. Меч этот стал символом непобедимости для древних славян и увечий для врагов. Что знаменательно, меч Перуна был не только воинским оберегом, но и защитником для всей семьи своего носителя. Любой, кто посмел покуситься на того, кто носит этот оберег, или на его семью, ждала страшная кара и тяжелые увечья. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.